Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Канал по-прежнему базируется в городе Измаил, это юг Украины, юг Одесской области. И сегодня я отвечаю на вопросы, когда же уже наконец-то выкапывать луковицы весенних цветов. Вот у меня здесь тюльпанчики, еще вот здесь зелененькая, но здесь уже высохла часть. Но я оставлю вместе с этим. Сейчас попробуем это выкопать, потому что их нужно, сейчас еще циклоны идут. А их нужно уже выкапывать, чтобы они не проросли. Что у нас здесь получается? Аккуратненько. Вот они уже отделились, эти луковички. Так что делаю дальше и как это нужно делать? Если оставить, они начнут прорастать при таком количестве воды. Ну, вот эту луковичку еще можно оставить. Она еще будет питать. Она, видите, еще зеленая. Идеально. Вот здесь сейчас, вот следующий мы выкопаем. Собираем все луковички, маленькие и большие. Вот она еще такая. Вот. И сейчас вот эту часть кустика. Вы знаете примерно, где у вас какие тюльпаны, или гиацинты, или нарциссы. Себе заранее отдельно вот их выкапывайте. Ну и с каждым отдельно работайте. Вот смотрите, какая прелесть. Их уже много, и они плохо уже цвели. Было несколько цветков, поэтому я обычно 3 года не выкапываю. Вот уже 4-й год, смотрите сколько. Здесь вот какая луковица. Вот. Если оставлять много воды, черви тоже будут кушать наши луковички. Смотрите, сколько их уже тут собралось. Уже чувствует, что пир будет. Вот такая луковица красивая. Вот, сейчас я их все собираю. Где-то еще здесь видела. Сейчас все нужно выкопать и забрать. О, есть. Вот она. Не одна. Вот эти луковицы в следующие годы будут цвести. Вот я вижу, что надо выкапывать, да. То, что начинают проклевываться уже корешочки, начнут расти, а дальше жара. И, естественно, будем терять в цветении и терять часть луковиц, потому что у нас и слизни есть, а влажная земля, они, естественно, соберутся на пир и уничтожат. Вот таким образом у нас. Ну, а теперь будем дальше работать. У меня в тазу есть вода, которая у нас налита. Температуры воздуха не с колодца ни в коем случае. И хорошенько их надо помыть. Сейчас время весов. Я почему именно весы оставляю? Весы нельзя поливать. У нас полито, конечно, дождем. Но я вымываю. Корешки, которые есть, я еще не обрываю. И далее, вот здесь у нас находится еще один тазик маленький. Здесь марганцовка, видите? Раствор такой средней темности. И я сюда их помещаю. Надо больше, конечно, будет. Но принцип, я хочу показать принцип. Я вымываю все луковички всех наших цветов весенних. Вот сейчас вот здесь, смотрите, у нас снова же здесь кусочек еще питательного вот этого побежка цветоноса. Здесь маленькие есть корешки, я их не обрываю. Аккуратненько их поглощаем марганцовку. Причем это нужно делать независимо от того, какой у нас знак. То ли весы, то ли растущая, то ли убывающая луна. Вот. Вот эти все луковицы мы помещаем. Ну, не буду я все тратить время ваше. Вот, значит, смотрите, пусть немножечко они побудут здесь. Буквально, вот чтобы они покупались, 30 секунд. Все, марганцовочка везде прошла. И теперь важный момент. Я вытягиваю на просушку. В весах это очень хорошо делать, но нельзя, чтобы долго находились в жидкости эти луковички. И на просушку. Далее они просыхают, и я их отправляю в место, я выкопала гиацинты. Сверху они уже сухие, смотрите, они начали расти. Вот из-за этой погоды, постоянных дождей, даже вплоть до того, что что-то зелененькое. Так, надо этот процесс останавливать. Выкапываем. Далее моем обязательно хорошо. Вот и смотрите, что творится, серединка. И начинает подгнивать луковичка сверху. И вот такое из донца новые корни пошли. Нам такие дела не нужны. Попробуем спасти
нам цветение в июле месяце ну никак не подходит. Вот, вымываю хорошенько луковичку, не трогаю корни, донце тоже не трогаю. Там, видите, немножечко земли, можно ее чуть-чуть смыть. Вот, и отправляю снова же в раствор марганцовки. Да, некоторые нарциссы уже даже начали вот эти подгнивать. Смотрите, деточка рядышком есть. Просто вот это, что у нас черное, гнилое уже, мы его смываем. Не оставляем на луковичке. Но саму кожицу еще не трогаем. Конечно, надо несколько раз мыть. И вот здесь надо вымывать обязательно. Вот где будет образовываться снова же цветонос и листики. Вот здесь самое опасное. Иначе попадет туда грязь и будет нить. Ну и отправляю в раствор. Смотрите, какие корни большие. Это все вот на минуту минимум отправляю в раствор марганцовки. Вот он такой. Довольно-таки крепковатый раствор, потому что у нас проблемы будут с хранением, если мы вот эту работу не сделаем. А теперь выкладываем снова же в этот ящичек для того, чтобы просохло. Вот эти корешочки, которые вот здесь есть, с них тоже пойдут питательные вещества обратно в луковичку. Вот здесь еще плохо, видите, не помыто, аккуратненько надо. Вот еще, вот в марганцовочке, вот здесь надо вымывать очень хорошо. Можно щеточку еще взять, но вымылась. Вот чисто должно быть. Донце не трогаем и отправляем вот на сушку все вот эти луковички. Вот они какие. Видите, корешки разные здесь есть. Вот. Здесь вымыто у нас все. И таким образом поступаем со всеми луковичками гиацинтов. Вот. Совсем другой цвет. Марганцовка делает свою важную работу. И пусть просыхают. Ну что, подведем итог. Ранние сорта тюльпанов. Далее нарциссы. Вот у меня они начали расти. Я их, видите, оставила, надо было раньше выкапывать. Но некоторые еще имели зеленые листики, поэтому я их оставляла. Далее нарциссы. Вот у нас еще зеленые, мы их не копаем. И вот уже начинают созревать. Чуть-чуть позже выберем хороший день, тоже будем выкапывать. Очень важно в этом году не оставлять в земле даже нарциссы, которые обычно я оставляла. Но из-за того, что сейчас они у нас уже устарели, то есть заглубились и очень много уже там деток, нужно их выкапывать и также таким же способом все обрабатывать, промывать хорошенько и обязательно в раствор марганцовки. Желательно посильнее, сильнее среднего, чтобы они как раз от этих всех спор грибковых заболеваний, корневых гнилей, смогли избавиться. А корневые гнили у нас очень активно сейчас распространяются из-за того, что все-таки и холодные периоды еще в июне месяце не завершились, и очень много влаги, дожди. Ну, а я забрала, это вот у меня раньше были выкопаны с грядочки, там где цветника, где я уже высадила хризантемы. И вот они уже прошли вот этот период и мытья, и сушки, и закалки. И они сейчас находятся в тенечке здесь под навесом, для того, чтобы не попадала вода на них. А здесь у нас вот будут тоже находиться вот эти луковички. Поставлю снизу еще ящичек, чтобы был доступ воды, доступ воздуха, прошу прощения. Воздух, нам вода не нужна, нам надо, чтобы подсохла. И луковичка подготовилась к тому, чтобы мы ее уже в нужное время, в сентябре, октябре высаживали в грунт, и чтобы они радовали нас в следующем году своими цветами. Ну что ж, мы вам рассказали и поделились своим опытом. Приходится постоянно что-то менять, постоянно использовать какие-то другие способы для того, чтобы и периоды, для того, чтобы сохранить свои луковичные весенние цветочки в целости, сохранности. В данном случае, видите, какая у нас красота.
но и вот такая ситуация с новым нарастанием корней. Мы быстренько выкопали, посмотрели и сразу же взялись за то, чтобы их избавить от этого состояния роста, потому что они просто-напросто могут не созреть и погибнут. Не должно быть так. Вот этот сбой климатический очень воздействует на луковицы, на наши цветы, и мы им должны помочь в этой ситуации выйти из этого сложного положения. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео. Мы и сразу же отвечаем на вопросы наших начинающих цветоводов, огородников, садоводов о том, что нужно делать, когда дождаться, вот чтобы нужно обязательно дождаться. Главное условие, нужно, чтобы высохли листья. Это у нас поздние нарциссы, и поэтому нарциссы вот чуть-чуть еще раньше, вот они подсыхают. Ждем, когда вот высохнут полностью, и затем выкапываем их, моем и обязательно в раствор марганцовки. Затем высушиваем, раскладываем в коробочки, именно не в таких храню, а храню, вот это просто временное хранение уже, а затем раскладываю по сортам, по растениям. Есть такие коробочки картонные, бумажные, в них я и раскладываю, и храню в сухом, темном месте. Есть такое место у меня в сарае, полочка, где они хранятся до момента высадки уже осенью. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.